дальгона кофе и омлет суфле. Сегодня мы не обойдемся без глубокой посуды, венчика или же миксера. Понадобится нам минимум: растворимый кофе, молоко, сахар и горячая вода. Два основных поинта сегодняшних – это дальгона кофе и shake it. Также нам может понадобиться еще и прозрачный стакан. Итак, мы начинаем с того, что закладываем растворимый кофе, любой в гранулах или порошок, на 2 порции 4 столовые ложки. Если же вы готовите одну порцию, то, соответственно, просто уменьшаем это. Сахар 4 столовые ложки и также горячая вода 4 столовые ложки. В общем, пропорция всех ингредиентов это 1:1:1. Теперь мы должны все это ложкой немного размешать. И затем переходим уже к самому взбалтыванию. Как я говорила, вы можете использовать либо венчик, либо же миксер. Некоторые говорят, что это нужно делать в течение 5-8 минут. Другие говорят, что это надо сделать минимум 400 раз. Но на самом деле важно это не устать в процессе, меняйте руки и способ движения и довести эту массу вот до такого вот состояния. Она должна приобрести карамельный цвет и вот такую вот консистенцию, густую и тугую. Тогда, собственно говоря, ваш кофе практически готов. Следующий момент. Почему я говорила прозрачный стакан? Потому что именно в нем красивее всего это смотрится. Вы заливаете туда молоко на 2 порции 500 мл. И если хотите, если летом, можете еще и лед положить. И затем сверху закладываете ваш вкуснейший топпинг. Почему это кофе стало известно? Этот тренд пошел из Кореи и назван в честь конфеты сладкой, которые продают на улицах Кореи. И в наши дни это стало очень быстро знаменитым, потому что очень много людей сейчас просто-напросто не могут выходить на улицу только за едой. Кафе, рестораны, кофешопы закрыты, а это очень достаточно легко сделать дома и необыкновенно вкусно. Вы должны это попробовать, и я думаю, что вы влюбитесь в этот кофе, как влюбилась в него я. Можно сверху сделать любой топпинг, какой хотите. Посыпать, например, шоколадной крошкой. Перемешайте это кофе и все пейте. Еще называют этот кофе также дальгона латте. Кстати, с матчей, чай матча его тоже можно делать. Очень вкусно. Наш следующий момент сегодняшнего видео – это рецепт омлета суфле. Нам потребуется 3 яйца среднего размера. Если же яйца достаточно крупные, то можно обойтись и 2 штуками. Итак, мы должны с вами для начала отделить желток и белок. В желток мы добавляем щепотку соли и размешиваем, не взбалтываем. Далее переходим к белку. Тут нам опять понадобится либо венчик, либо миксер. И начинаем все это взбалтывать. Как только появляются вот такие вот пузырьки, то мы добавляем в белок сахар, пол столовой ложки. И продолжаем все это взбалтывать. Взбалтывать мы это должны вот до такой пушистой консистенции. Тогда можно приступать к приготовлению омлета. Теперь мы вливаем аккуратно, потихоньку желток в белок. И начинаем всю эту массу смешивать. Смешиваем мы ее медленно и аккуратно, чтобы не нарушить полученные текстуры белка. Тут уже надо действовать достаточно быстро. Мы должны взять немного растительного масла или сливочного масла, распределить его по сковороде. Начинаем нагревать сковороду на тихом огне и выкладываем туда полученную яичную массу. Затем накрываем крышкой и готовим на очень тихом огне около 3 минут. В принципе, время может быть разным, потому что газ на каждой плите разный. Важно, чтобы яичная масса прихватилась с одной стороны, чтобы мы могли ее вот таким вот образом легко, не повреждая, свернуть. Затем опять готовим на тихом огне под крышкой около 3 минут. И нам нужно будет опять перевернуть и готовить на тихом огне под крышкой около 3 минут.
Очень важно что? Чтобы наш омлет внутри пропекся. Главное, следите за этим. Время может варьироваться. Ну и все, собственно говоря, готово. Главное здесь действовать опять-таки быстро, потому что омлет очень быстро теряет свой внешний вид и оседает. Поэтому, как только он готов, сразу же подавайте его к столу. Текстура у него очень мягкая, очень воздушная, и он прям-таки, можно сказать, буквально тает во рту. Есть его можно как любой омлет с кетчупом, с майонезом, даже с каким-то сладким сиропом. В общем, со всем тем, с чем вы любите есть свой омлет. Мы же предлагаем вот такой вариант соуса в виде бонуса. Возьмите немного моркови, или же можно также добавить соленые огурцы и лук. И нарезаем это очень-очень-очень мелко. Затем добавляем сахар в объеме 2 столовых ложек и майонез. Майонез 4 столовые ложки. Это в расчете на 2 человек. Вообще этот соус очень похож на соус тартар. И затем добавляем уксус в объеме 3 столовых ложек. Все перемешиваем, и все, наш соус готов. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и не пропустите новые видео. Приятного аппетита!